Немного севернее знаменитого Серапиума расположена Мастабати, одна из интереснейших построек Саккары. По данным египтологов, Ти был высокопоставленным чиновником пятой династии середины Древнего Царства. Царствование пятой династии длилось с 2514 до 2374 года до нашей эры. Ти носил титул смотрителя пирамиды храмов фараонов Неусера, Нефереркара и Сахура, которые находятся в Абусире. Мастабати является одной из самых известных построек Древнего Царства из-за необычности, сохранности и качества исполнения рельефа в различной тематике. Песок и ветер за несколько тысячелетий изменили облик этого места, и Мастаба, как и многие из погребений Саккары, находится в настоящее время ниже уровня пустыни. Размер гробницы 34 метра с востока на запад и 42 метра с севера на юг. Через вход попадаем на большой открытый двор с 12 колоннами, которые окружают и вход в подземное помещение. Боковой коридор ведет к кладовой, комнате для подношений и сердабу. Стены всех этих помещений покрыты знаменитыми барельефами на такие темы, как постройка ладей, охота на гиппопотамов, приготовление еды, напитков, производство посуды из терракоты и подношение даров. Не все изображения исполнены с высокой точностью, но все же восхищает терпение и мастерство, которыми обладали древние мастера. Известняковый пол помещений сложен в виде полигональной кладки, хотя и не с такой тщательностью исполнения, как на других древних исследованных объектах. Тем не менее, возникает вопрос, зачем смотрители усложняли себе задачу такой кладкой? Комната для подношений. В этом помещении есть две ложные двери, под одной из которых находится алебастровый алтарь. Сердаб. По официальным объяснениям, это дополнительная комната, образно говоря, погребальная камера для Ка, которую символизировала статуя умершего. Через узкое окошко сегодня видна гипсовая копия оригинальной статуи Ти в натуральную величину.
Мастаба ориентирована по сторонам света. Но совсем непонятна ориентация подземного коридора и погребальной камеры с северо-востока на юго-запад. Странность заключается еще и в том, что вход в подземелье находится не в центре двора, что как бы напрашивалось, а сбоку, не говоря уже о его совсем невзрачном виде. Наклон тех нескольких боковых блоков, что встречаются при входе, напоминает наклон коридора в пирамидах – 26 градусов. И размеры узкого входа такие же, как в пирамидах, неудобные, метр на метр. Входя в достаточно широкий коридор, видишь, что он был вырублен в скальном основании. Но стена при входе изнутри была сложена из блоков. Обработка стен очень грубая, множество трещин на потолке. Похоже, что мастаба была возведена на более древних подземных помещениях. Эта версия не исключает того, что строители дорабатывали или расширяли их. Второй коридор, такой же узкий, как то, что в самом начале, ведет к погребальной камере с саркофагом. Отсутствие каких-либо надписей или изображений на стенах подземных коридоров совершенно не соответствует тому, что можно видеть наверху, в самой мастабе. Мастабу обнаружил Агюст Мориет в 1860 году. Тогда же ее частично расчистили. После этого мастаба привлекала к себе многих знаменитых египтологов, таких как Масперо, Штейндорф, Монте. Саркофаг в погребальной камере, как водится, был найден пустым, без каких-либо останков усопшего. Саркофаг был изготовлен из белого известняка и после установки на место был обложен каменными блоками. Как его сюда доставили, трудно даже представить, так как основной вход со двора вырублен в скале и размер входа гораздо меньше, чем саркофаг. Качество исполнения саркофага не столь высоко, как у саркофагов соседнего Серапиума, но все же впечатляет, поскольку есть саркофаги, исполненные намного грубее. Крышка саркофага имеет сходство с другими саркофагами, боковыми выступами и округлостью верха.
Вызывает вопрос также этот непонятный желоб. Что-то должно было вставляться в него, но на нижней части крышки ничего не видно. В стене расположена еще одна ниша, которая, возможно, была заделана уже современными реставраторами. Она могла вести наверх. Посетив многие древние сооружения, которые египтологи описывают как культовые или погребальные, практически везде можно встретиться с тем, что либо в их основании лежат массивные, более древние сооружения, либо сами эти сооружения называются гробницами и храмами. Но похоже, что древние египтяне к этим сооружениям относились с особым почтением, и именно поэтому пристраивали к ним свои мастабы и пирамиды.